Дорогие друзья, доброй ночи. Я хочу поговорить с вами о такой теме, которая касается каждого человека, пока он живет на этом свете. Это сон. Сон, сновидение и прочее, прочее. И все, что из этого вытекает. Каждый из нас когда-нибудь в жизни во сне падал. И было ощущение, что он упал. Мы вздрагиваем, вскакиваем, встаем. Что это означает? Что такое вообще сон? Сон, явь, навь и явь называли в Древней Руси в языческие времена. Вот это состояние жизни и за жизнью, потустороннее. Итак, наше тело – это вместилище нашей души. Пока тело живое, наша душа находится внутри, естественно. Когда душа полностью покидает наше тело и теряет всякую связь с нашим телом, более такие люди, больше изучавшие ментальное, астральное тело, они лучше объяснят, но я по-простому вам скажу. Если душа полностью теряет, отсекает всякую связь со своим телом, где душа обитала, то тело умирает. Все. Тело лишается подпитки, тело лишается силы жизни, и тело умирает. Это буквально несколько секунд или доли секунды происходит по-разному. Но смерть происходит действительно доли секунды, как говорят врачи, вообще говорят люди, которые были возвращены после клинической смерти. Смерть на самом деле очень быстрая. Мучение перед смертью долгое, агония у кого-то может, а кто-то может уйти очень легко. Так вот, пока душа находится в теле, тело живое, человек живой, сознание есть, подпитка тела есть, и человек, естественно, живет. Однако это не означает, что душа заточена в нашем теле и никуда не выходит и нигде не путешествует. Душа – это наше сознание. Вот наше тело – это закрывающий объект для нашей души. То есть мы закрыты для потустороннего мира, пока мы живы. Есть люди, у которых эта связь более открыта. Они видят потусторонний мир. Они называются ясновидящими, ведьмами и так далее. Настоящие люди, которые это действительно видят. У них эта связь более развита. Когда-то эта связь была развита у человечества более сильно, чем сейчас. Но со временем, из-за того, что человек начал гоняться за материальными благами, забывая о своей душе, о своей силе, о ментальном теле, об астральном теле и так далее, естественно, эта связь стала слабеть и вовсе исчезла. И осталась только у некоторых людей, некоторых родов, и то в малом количестве, не так, как раньше. Вот почему сказки, легенды и прочее сочинялись, писались в древние времена, потому что тогда человек более был близок к этому потустороннему миру. Он видел в своей темной хате какие-то тени, он слышал голоса, он читал по звездам, он верил пророчествам и так далее. Он был ближе к потустороннему, к Нави, чем мы. Сейчас мы ближе к Яви. То есть мы явно видим, явно чувствуем, мы должны увидеть, пощупать, потрогать, только тогда поверим и так далее. Мы потеряли эту связь. Однако наша душа, поскольку душа имеет генетическую память, поскольку душа более древняя, чем сам человек, душа рождается в этом теле, приходит, я уже объясняла, потом уходит туда. Все, у него второго шанса нет, и нет никакой колесо сансары. Но это мое личное мнение, хотите спорьте, я так считаю. Я считаю, что каждому человеку дается одна душа, и все. Так вот, душа стремится к своим. Вот вы легли спать, душа хочет к своим, в эти астральные миры, слои мира. Душа выходит, но это не означает, что вы умерли, нет. Ваше ментальное тело осталось, то есть сила жизни есть, но душа выходит и начинает свое путешествие по этим астральным местам, по астральным слоям. Иногда вы очень сильно ищете ответа, иногда вы тоскуете по человеку, видите его во сне. Так вот, душа этого человека и ваша душа просто там увиделись.
Мы видим очень много снов, запоминается несколько или один сон, иногда вообще не помню. Иногда бывают очень красочные, яркие сны, иногда такие сны, и как будто бы вы 100% жили в этом доме. И это чувство вот какое-то вот чего-то родного. Вы можете увидеть человека, который вам не знаком, в жизни не знаком, вы его нигде не видели, а потом встретите, выйти за него замуж. Такое бывает. Когда девушки гадают на жениха, да, или призывают, там вербу, по-моему, ломают, ложат под подушку и так далее. Что мы делаем? Мы делаем такой некий обряд, с помощью которого вызываем душу того, кто будет с нами в этой жизни. Он приходит, нам показывается. А потом через некоторое время мы этого человека встречаем. Хочу вам сказать, что в моем детстве и в юности, то, что мы там баловались и как бы гадались, высматривали, пытались влезть в потустороннюю сферу и что-то для себя узнать, все, что мне напророчили, все сбылось. До мельчайших подробностей. Мне лично сбылось. Не знаю, как у кого, у многих, наверное, все-таки. Вот, потому что это астральный мир, вот этот мир потусторонний, он существует, и он отвечает на наши вопросы. Хотя я баловаться не рекомендую вот с этим миром никому. Так вот, выходит душа и начинает ходить по астралу. Он может увидеть умерших родственников. Они не приближаются, им не разрешено приближаться к нашей душе, иначе сольются две энергии. Никогда не замечали? Чаще всего мертвые приходят, они что-то говорят издалека, даже не разговаривая, стоят, и вот как бы мыслепередача происходит. Вот ты просыпаешься, и что-то ты знаешь, какую-то информацию. Либо они предупреждают, либо на что-то показывают. Их душа встречается с вашей душой и получает какую-то информацию. Следующее. Почему мы просыпаемся, вздрагиваем, встаем, когда у нас ощущение, что мы упали со скалы? Когда душа путешествует по астральным мирам, то, естественно, астральные миры насыщены вот этих существ, сущностей, которых вызывают неопытные всякие медиумы на спиритической доске, там Пушкина, Гоголя, а приходят именно вот эти астральные сущности, вот эти мелкие, чья задача пугать, запугивать и брать вашу энергетику, есть вашу силу. Если они обратно уйдут, это великая, значит, радость, и радуйтесь. Как правило, она остаются на долгое время и очень сильно расплачиваются люди за то, что их потревожили. Но это ладно. Так вот, вот эти сущности начинают гоняться за вашей душой. Если они поймают вас там, вашу душу, то вы просто умрете во сне. Вот говорят, самая лучшая смерть – это смерть во сне, ничего подобного. Душа рвется обратно, а его не пускают. Но поскольку наша душа защищена, то как только эти астральные сущности начинают гнаться за душой, она бегом бежит и падает, просто падает камнем в ваше тело. Тело – это единственное место, где они его не могут достать. Вашу душу. И вот поэтому вы просыпаетесь от чувства, что вы упали. Упали, вздрагиваете и встаете. Если вам во сне снятся мертвые, и вы увидели, что эти мертвые вас коснулись, это очень плохая примета. Сходите к человеку, который ведает, который может вам помочь, объяснить, что это такое, и снять это. То есть убрать энергию мертвого. Да? Иногда бывает, что мы вас не видим, как кто-то живой, наш знакомый, уходит с мертвым человеком, которого мы тоже знали при жизни. Это плохая примета, это очень плохо, потому что один другого забрал. И, как правило, через некоторое время действительно этот человек умирает. Мы все время пытаемся толковать сон. Что означает сон? На самом деле сон – это по большей части наше переживание. Когда мы во сне ищем ответ на вопрос, о котором думали днем. И наша душа в искании ответа уходит в потусторонние сферы. И нам какой-то ответ оттуда приходит на наш вот мучающий вопрос. В магии есть очень много ритуалов, которые предназначены для того, чтобы во сне получить ответ у мертвых, либо просто ответ у духов. Что-то начитывают, пишут, ложат под подушку, ложатся спать. Если вы хотите узнать ответ у своих умерших родственников, которые при жизни вас очень любили, возьмите его фотографию. Просто поговорите с этой фотографией. Поговорите, поплачьте, если вам хочется плакать, как с живым человеком, с родным человеком. У кого-то матери нет, у кого-то нет отца, у кого-то нет другого близкого человека, да, который
при жизни любил вас и которым вы могли довериться. Так вот, поговорите с фотографией этого человека, ложите под подушку и ложитесь спать. И обязательно, я вас уверяю, что эта душа придет во сне, если вы даже не будете помнить сон, вы найдете выход из ситуации, вам ответ дадут. Обращайтесь в потусторонний мир, но очень осторожно, потому что вы не знаете, что там за мир, и мы не знаем до конца. Человечество не может знать, что там после смерти, что там на самом деле происходит. Мы делаем выводы, исходя из опыта поколений, из умных книг, которые были написаны в древние времена, да, из того, что мы в своей жизни вынесли наш опыт, наши вот эти наблюдения и так далее. Мы примерно, приблизительно приближаемся к тому, чтобы понять, что там есть, что там происходит, где мы ходим во сне, где мы гуляем, что у нас там, с кем мы встречаемся и так далее, и так далее. Очень возможно, что вы во сне видите там компанию людей, вы их не знаете, вам хорошо, комфортно, но очень возможно, что это ваши умершие предки, давно умершие бабушки, дедушки и так далее. Есть пророческие сны, есть просто сны, которые всего лишь приходят для того, чтобы ответить на ваши определенные вопросы, в какой-то момент жизненный. Есть сны, которые нацелены на то, чтобы вас предостеречь. Относитесь к этому серьезно. Но чрезмерно этим развлекаться, то есть увлекаться тоже не стоит, поскольку если вы все время будете свою душу направлять туда, то он уже как бы полюбит эти сферы, может и там остаться. Вот это и есть астрал, выход в астрал. Когда говорят, как выйти в астрал, да мы в астрал выходим каждую ночь, во сне. Вот выйти в астрал по-другому, когда вы бодрствуете, это, конечно, другое искусство, но об этом говорить не стоит. Иногда человек абсолютно далекий от магии может выйти в астрал, но он не может объяснить, как это происходит. Это когда душа отделяется от тела. И где-то уходят какие-то сферы. Вот стоит душе просто выйти из тела, он уже сразу попадает в астрал и потусторонний мир. Потому что потусторонний мир не где-то там в Китае. Он просто, он прямо здесь. Он здесь находится, рядом с нами. Есть некоторые такие ритуалы, когда берешь вдовий платок, так я напугала когда-то своих подруг, вытираешь глаза этим платком, кое-какие слова выговариваешь, и можно увидеть духа, домового, лешего и так далее. И мы вот увидели лешего, то есть это был просто мужик, который прошелся. Ничего там особенного зеленого, красного не было в нем, но у нас крик такой был, что не дай никому это слышать. И, естественно, бабушка моя очень отругала, потому что я ее платок сперла для этих дел. Она была вдовой. Вот, то есть хочу вам сказать, что вот потусторонний мир, он буквально здесь. И стоит вот этот барьер стереть, и он уже видится. И вот точно так же барьер падает во сне. Кстати, хочу вам сказать, что люди, которые говорят «допился до чертика», вы, наверное, слышали это выражение. Так вот, почему пьяные люди или люди под каким-то там всякими там средствами наркотическими и прочее, видят какие-то видения, видят каких-то там чертей, не знаю, бесов и так далее. Потому что подсознание стирает вот эту грань. Именно поэтому, стирая грань, сознание человека, душа человека попадает в эту сферу, и он видит тех как бы существ, которые в обычной жизни он бы не увидел никак. А в этот момент его защита, его грань просто стирается, поскольку он находится под влиянием вот этих всяких средств. Почему именно вот шаманы там обязательно обкуриваются или что там делают для того, чтобы как бы войти в связь с богами или с духами? Потому что они подсознательно вот они ослабляют эту защиту, она стирается, эта защита, и они просто видят. Это не галлюцинация, это не больная фантазия. На самом деле это как бы вход в потусторонний мир. Но это очень опасно. Потому что даже шаманы этим не увлекаются, каждый день не входят туда. Они могут по очень таким определенным праздникам или очень нужным случаям, когда просто племени грозит вымирание, надо войти туда, попросить помощи и так далее. Ну, надеюсь, вы меня поняли. Если будут вопросы, задавайте на почту, в личку, найдете меня. Удачи!